Привет, друзья! Меня зовут Наталья. Этим видео я открываю серию обзоров самых актуальных трендов. Марафон модных показов уже позади, а значит, настало время выделить ключевые тенденции, и для начала мы с вами попробуем разобраться, какие цвета будут править бал в нынешнем гардеробе на предстоящий холодный сезон. То есть главная тема сегодня – модный цвет осень-зима 2025-2026. Уж так сложилось, что более полусотни лет топовую палитру оттенков формируют ведущие эксперты Института Pantone, в основном опираясь на прогнозы Нью-Йоркской недели моды. Традиционно это 10 основных, выразительных и 5 более нейтральных универсальных базовых тона. Они идеально сочетаются друг с другом, легко комбинируются, создавая живой цветовой диалог и вдохновляя на стильные эксперименты. Выбор сделан в первую очередь в пользу природной гаммы, о чем говорят название и официальная трактовка каждого цвета, что, безусловно, подтверждает стремление фэшн-индустрии к балансу и равновесию в современном неустойчивом мире. Заостряя внимание на потребность в комфорте, стабильности, модная цветовая палитра напоминает, что наш гардероб обязательно все же стоит приправить яркими эмоциями, чтобы повседневный образ был не только практичным, но и заметным, характерным. И на этом моменте, друзья, давайте перейдем к более подробному знакомству с каждым из оттенков. Надеюсь, эта тема вам интересна, и вы не забудете отметить видео лайком. Приятного просмотра! Лимонная трава. Нежный зеленовато-желтый тон. Схож с оттенком напитка из лимонной травы со вкусом цитрусов и слегка сладковатой цветочной нотой. Цвет освежает, тонизирует, дарит ощущение легкости и гармонии, как и теплый чай лемонграсс. В одежде может быть использован как основной цвет для монохромных образов или как акцентный тон, добавляющий свежести и динамики. Лимонная трава прекрасно сочетается с бежевым, кремовым, серым, а также с глубокими природными оттенками – коричневым, изумрудным, темно-сиреневым. Бренди дыня. Этот цвет, точнее его название, команда Института Pantone тоже связала с напитком. Его согревающий карамельный вкус с медовой ноткой сладкой дыни и бархатистым розоватым оттенком персиков напомнит о теплых солнечных лучах бабьего лета. Цвет мягкий, но выразительный, ведь воплощает в стильном образе уютную роскошь и комфортную элегантность. Он отлично смотрится и в деловом, и в расслабленном повседневном наряде. Бренди дыня составит хороший дуэт с терракотовым, золотисто-песочным, серым, хаки или кофейным. Леонский синий. Чаще всего цвет вызывает ассоциацию с глубиной океанских вод или ночным небом. Символизирует стабильность, уверенность, силу в нынешнюю эпоху перемен. В модном ансамбле виртуозно сыграет сольную партию. Впрочем, будет хорош и в сочетании с другими оттенками, будь то черный, шоколадный, нейтральный бежевый или даже романтический розовый. Леонский синий сегодня часто используется дизайнерами в женственных платьях, трикотажной и вязаной одежде. Демсон. Очаровательный фиолетовый с винтажными нотками. Схож с оттенком спелых плодов инжира. Цвет обладает заметным бордовым подтоном, добавляет в образ свою интригу, свой шарм, какую-то потустороннюю влекущую тайну. Модный фиолетовый, в зависимости от текстуры ткани, может выглядеть как бархатистый и теплый, или же более холодный и строгий. Для аутфита на каждый день можно выбрать базовый джемпер, а для наряда в стиле бохо точно подойдет блуза с рюшами и воланами марки Chloé. Примула розовый. Оттенок деликатный и мягкий. Казалось бы, совсем нетипичный для осенне-зимней поры. Он скорее звучит, как тихий шепот летнего ветра, нежно ласкающего лепестки цветочных бутонов, еще дрожащие от утренней росы. Однако на подиумах в Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке бренды дружно решили, что в гардероб на холодный сезон просто необходимо добавить эту атмосферу мечтаний, окутанную волшебным рассветом, где примула-розовый, как едва уловимый след аромата любимых духов на запястье. Зимняя ягода. Роскошный, чувственный красный. Он как последний отблеск заката, запечатанный в замерзшие кисло-сладкие ягоды среди заснеженных ветвей. Цвет несет в себе страсть огненного сердца, пробуждающего мир от ледяного зимнего сна. Легко балансирует между сдержанной аристократичностью и смелым вызовом. Динамичный,
Эмоциональный ягодо-красный готов всколыхнуть ваши воспоминания, которые словно давно забытые, надежно спрятанные личные письма между страниц старого романа на дальней книжной полке. Горячий шоколад. Здесь название говорит само за себя. Это темно-коричневый цвет уюта и безмятежного наслаждения. Сладкий, густой, как растопленная в чашке плитка шоколада. Он окружит нас домашним теплом и сказочным ароматом какао с корицей. В нем есть элегантность без лишнего блеска, благородство без пафоса, сдержанная роскошь, которая не требует громких заявлений. Модный тон горячий шоколад идеально впишется и в комфортную классику, и неформальный стиль боха 70-х. Масло чили. Насыщенный красно-коричневый цвет. Он растворяется в складках одежды, как пряные приправы в горячем масле, которое медленно томится в печи, наполняя воздух терпким, дразнящим запахом восточных специй. Этот оттенок подойдет практически к любому стилю одежды, красиво раскрывается в бархате, атласе и шерсти, но особенно хорошо смотрится в коже. Из наиболее удачных на подиуме отмечу сочетание цвета масла чили с базовым бежевым. Яркий маково-красный. Динамичный, живой, праздничный, определенно был создан, чтобы привлечь наше внимание. А еще спонтанный и самоуверенный, интенсивный, пленительный, символ силы и стойкости, как цветущие красные маки на обочине у дороги. Энергичный, наполненный оптимизмом, дает мотивацию и желание браться за что-то новое, пусть даже, на первый взгляд, не особо и перспективное дело. Маково-красный оттенок не знает тишины. Он говорит громко, эмоционально, без страха. Бронзовый коричневый. В описании экспертов Института Пантон значится как блестящий золотисто-коричневый цвет, который несет ощущение стабильности, премиальности и природной гармонии. Символизирует естественную красоту необработанных минералов. Цвет балансирует между глубиной коричневого тона и металлическим блеском бронзы. В модном образе хорошо выступит как основной универсальный фон. При желании его всегда можно легко сочетать как с теплыми, так и с холодными оттенками, от оливкового до бордового. На этом этапе, друзья, давайте теперь перейдем к базовой цветовой палитре. То есть к более нейтральной гамме оттенков, где первым номером обозначен яркий белый. Свежий, искристый, сияющий, как еще не тронутый снег, только укрывающий землю. В коллекциях осень-зима он часто встречается в многослойных нарядах, мягко подчеркивает архитектурные линии силуэта, создает ощущение воздушности и простора. Яркий белый – это не просто цвет, а чистый холст, на котором всегда рождаются новые идеи. Французский кофе. Насыщенный коричневый с землистым подтоном и кофейными нотами. Воплощает в себе элегантность и теплоту. Его хочется сравнить с цветом свежесваренного эспрессо в маленьком уютном кафе, окутанном дымкой утреннего Парижа. Темный оттенок прекрасно смотрится в кожаных и замшевых изделиях, в одежде из бархата или из плотной шерсти. Благородный и менее драматичный, чем черный, крепкий французский кофе, безусловно, станет удачным союзником для большинства представителей цветовой палитры сезона. Туманный синий. Дословный перевод не совсем точно отражает название данного цвета. В комментариях к гамме модных оттенков Pantone звучит как прохладный, сдержанный, светлый серый с едва заметным голубым подтоном. Хрупкий и невесомый, словно туманное облако на рассвете. Символизирует чистоту, воздушность, спокойствие. Как нейтральный фон, не отвлекает от основных акцентов в образе, достаточно универсален в цветовых сочетаниях, отлично работает в монохромных луках. Примеры смотрим у брендов Balenciaga и Prabal Gurun. Королевский синий. Несет в себе спокойствие, силу и долговечную верность классике. Всегда готов поделиться с нами своей невозмутимой выдержкой и научить самообладанию. Не терпит поспешных решений и суеты. В темном тоне королевский синий великолепно смотрятся и роскошные вечерние платья для особых моментов, и одежда из повседневного гардероба, будь то пальто или же брючный комплект. К слову, это один из моих любимых оттенков. А заключительным сегодня в списке Pantone выступает сиреневый винный. Волшебный мистический цвет, который впитал в себя вечернюю элегантность и тайну винных погребов. Оттенок тонко балансирует между глубоким бордо и приглушенной сиренью.
В нем есть что-то от старинных бархатных драпировок, от винтажных французских ароматов, от луча света, который отражается в бокале выдержанного вина. При этом в нынешних коллекциях осень-зима цвет легко вписался в современные стильные образы. Напоследок, друзья, мне бы хотелось включить в свой обзор еще несколько модных оттенков по версии уже лондонского бюро. То есть дополнить и немного расширить нью-йоркскую гамму цветов. Например, вполне подходящий для осени тон «Пустынное солнце». На мой взгляд, удачная смесь теплого коричневого и насыщенного оранжевого. Цвет элегантный и зрелый, напоминает солнце на закате над песчаными дюнами. Соленый лайм. Освежающий и в меру яркий оттенок зеленого фрукта. Без дерзкого неона. Цвет несет в себе бодрящую энергию спелого цитруса с неожиданным, едва уловимым соленым привкусом на губах. Темно-серая чайка. В описании определен экспертами как сплошной и плотный темный серый цвет. Основательный, стабильный, надежный, внушающий спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Лавандовый синий. По характеру полная противоположность предыдущему тону. Легкий и воздушный, мечтательный, с нотками ностальгии. Хорошо показал себя в стильных образах из коллекции Gucci. Здесь хиты из архива зазвучали как самые современные тренды. Да, сегодня модная индустрия словно желает помочь нам поскорее шагнуть в неизведанное, но полное добрых надежд будущее, где игривость сочетается с функциональностью, а сдержанный минимализм с нескромными вспышками провокационных трендов. Так насколько же точно ведущим экспертам удалось предугадать цветовое настроение в новом сезоне? Ответ на этот вопрос, мои дорогие подписчики и гости канала, я с интересом жду в комментариях к видео. Всем красоты, больше радости и приятных позитивных эмоций. Пусть каждый ваш день, как финальный выход на подиум, будет триумфальным, вдохновляющим, ярким и, конечно же, с солнечным настроением.